Сегодня мы поговорим о том, как подключить автомагнитолу Jansun самостоятельно. Я разделю этот процесс на несколько этапов. И первый важнейший этап – это подготовительный этап. Перед тем, как покупать магнитолу, вам нужно изначально убедиться, что она подходит к вашему автомобилю. Для этого нужно связаться с менеджером, предоставить некоторые фотографии, которые нужны для того, чтобы увидеть, подходит ли автомобиль, чтобы убедиться, что у вас нету дополнительных устройств, какой конфигурации ваш автомобиль и что понадобится для того, чтобы подключить магнитолу. Сразу скажу, подключить можно на любой автомобиль, но на некоторые это делается элементарно, на некоторые требуются некоторые знания и умения. Это зависит чисто от конфигурации автомобиля. Первое, вот вы получаете вот такой комплект. Саму магнитолу. В зависимости от версии, там версии разные комплектации самих магнитол. Идет кабель питания, некий кабелечек короткий на 10 пин, USB кабеля, камера заднего вида, GPS антенна, рамка. Первое, что вам нужно сделать в автомобиле, это отключить аккумулятор на автомобиле. Можно и без отключения аккумулятора, но это должен делать профессионал. К сожалению, автоэлектрики у нас многие грешат тем, что делают не все правильно. К сожалению, они могут неправильно вставить фишку. Вот я вам покажу сейчас питание, и такое было у нас уже несколько раз. Вот идет фишка, она вставляется на питание. Есть попытка неудачно вверх ногами вставить, то ли слепой, то ли непонятно что. И сгорает усилитель звука. Поэтому желательно отключить питание, либо хотя бы сначала подключить фишку, а потом подключать уже саму магнитолу, а не подключенную магнитолу надевать на фишку. Вот вы получили вашу рамочку. Это у нас автомобиль, который называется Outlander XL2. И это комплектация для минимальной версии, без звуковой системы Rockford. Так, дальше берется магнитола. Такая магнитола. Напоминаю, они разных размеров и разной комплектации. Разных размеров и разной комплектации. Вот она у нас. И есть гиговые, 2-гиговые. Уже отдельно об этом рассказывали. Если кто хочет, может посмотреть видео. В комплекте также лежат специальные такие у нас саморезы. Саморезы для того, чтобы прикрутить к рамке. Обратите внимание, нужно использовать либо такие же, либо эти саморезы. Потому что иначе длина очень важна и можно сломать матрицу. Дальше следующий пункт. Нужно прикрепить на рамку нашу магнитолу. Делается это очень просто. Вы просто одеваете, ложите. Она становится в этот разъем. Если что-то мешает, смотрите внимательно. Возможно, нужно будет какие-то пластмассовые части подрезать. Это, в принципе, считается нормальным, потому что изготовление пластмассы, оно не всегда идеально. Потом берем наши болтики и прикручиваем. Итак, еще раз, пока я прикручиваю, напомню, что первый этап нужно правильно выбрать магнитолу. Кстати, это самый важный этап, и благодаря нему вы избавите себя кучу проблем и сэкономите достаточно много денег на услуги автоэлектрика. А учитывая, что уровень автоэлектриков, которые остались в нашей стране и не уехали еще с нее, достаточно низкий, поэтому вы еще и, возможно, обезопасите свой автомобиль от некомпетентного вмешательства. Так, есть. Итак, первое. Сначала проконсультируйтесь и выберите правильный автомобиль. И если продавец вам начинает говорить, что нет, подходит сразу, и ему ничего не надо, то либо это у вас базовая комплектация автомобиля, и это видит продавец, такое часто бывает, либо же он просто вообще не имеет на складе магнитол, является посредником, так называемый дропшиппинг. И таких продавцов
очень много. Не только в нашей стране, но и за границей. В том числе и в Китае. Девочки, которые продают, ничего не понимают, что они продают. Вот на этом этапе мы заканчиваем и переходим ко второму.